Представьте, что вы наследуете целую страну, но не имеете права даже выйти на прогулку. Она была богаче королей, но стала заложницей собственной красоты и чужой жадности. Это история о Гальшке Острожской, 1539-1582 годы, одной из самых загадочных и трагических фигур украинской аристократии XVI века. В метрике девочку записали как Елизавету, но все звали ее Гальшкой. С рождения одна из самых богатых невест. Ее отец владел городом Острогом, а также множеством городков, поселков, замков, домом в Вильно. Трижды она выходила замуж и ни разу не познала супружеского счастья. Не имела права распоряжаться собственной судьбой. За нее решали эксцентричный король, авторитарный дядя и меркантильная мать. Носила исключительно темную одежду, за что и получила прозвище «Черная княгиня». Прожила всего 43 года, из которых 14 в башне Шаматульского замка. Стала первой женщиной-меценатом, на средства которой построили Острожскую академию, типографию и госпиталь. Отец Илья умер молодым, в возрасте 29 лет. Одни говорят, что он упал с лошади и повредил себе почки, другие утверждают, что по отношению к богачу применяли медленно действующий яд. Его жена Беата была на 6-м месяце беременности, так что ребенок впервые увидел отца только на портрете. За 3 дня до своей кончины князь почувствовал непоправимое, завещал семье капитал и распорядился похоронить его в Киево-Печерской лавре. В сентябре 24-летняя вдова унаследовала замки в Степане, Сатиеве, Хлопотине, а в ноябре родила дочь. Время летело стремительно. Гальшка росла удивительно красивой и сообразительной, знала русинский, польский языки и священное писание и не успела оглянуться, как достигла брачного возраста. Девушке вот-вот должно было исполниться 14 лет. Претендентов на ее состояние оказалось хоть отбавляй, так что выстроились в очередь всевозможные воеводы, государственные деятели и князья. Родной дядя Василий Константин Острожский присмотрел для племянницы черкасского и каневского старосту, героя обороны Житомира от крымских татар, незаурядного красавца, воспитанного по европейским канонам, Дмитрия Сангушко. Тот как-то увидел красавицу с темными, словно шелковица, глазами, и с тех пор не знал покоя. Мать Беата сначала согласилась на брак, а потом неожиданно передумала. Женщина имела довольно изменчивый характер и страдала истерией. Поговаривали, что и сама не против выйти замуж за князя Лавеласа. Но мужчины, настроенные решительно, подобной легкомысленности не простили, и уже 6 сентября 1553 года дядя с женихом прибыли в замок, якобы в гости. Беата приказала закрыть ворота и не пускать назойливых сватовов, поэтому пришлось взять замок штурмом. Крикливую мать заперли на чердаке, а испуганную красавицу приготовили к венчанию. Девушка так переполошилась, что и слова вымолвить не могла, поэтому обет вместо нее давал родной дядя. Рассказывали, что в самый ответственный момент церковные двери приоткрылись и ворвался сильный ветер. Он потушил свечи и лампадки, взметнул хоругви, раскачал колокола. Все присутствующие понимали, что это дурной знак, но Дмитрий приказал продолжать обряд. После завершения церемонии молодожены сразу же отправились в Канев, а оскорбленная теща со всех ног к королю, мол, разберитесь, ваше величество, а то в вашей хваленой речи посполитой настоящий кавардак. Король выслушал и всерьез возмутился, ибо имел на Гальшку свои планы, поэтому отобрал у дяди права опекуна, а у жениха конфисковал имущество, лишил должности старосты и обязал вернуть даму в кратчайшие сроки. Влюбленный по уши Дмитрий решил спастись бегством. Нагрузил повозки драгоценностями, обрезал жене волосы, еще и переодел ее в мужскую одежду и поспешил к чешской границе. Январь медленно угасал, и уже в конце месяца беглецы прибыли в городок Лиса, недалеко от Праги, а через несколько дней произошло непоправимое. В покое ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу. Гальшка испугалась, зарыдала, упала в ноги.
Но ее чувства во внимание не принимали. Дмитрия раздели и изрядно избили, а княгиню силой посадили в Рыдван. Вскоре каневский староста умер от раны лихорадки, а для Гальшки, прожившей в браке ровно 4,5 месяца, запланировали новую свадьбу. На этот раз решение принимал сам король. Ему не терпелось породниться с богатой польской семьей Гурок. Беата, узнав о предстоящем браке с тираном, да еще и стариком, жених был старше на 35 лет, чуть не сошла с ума. Получается, хотела как лучше, а получилось через пень-колоду. Само собой, она рыдала, заламывала руки, а в конце концов заперлась в уборной, полагая, что священник не посмеет начать входную песнь без присутствия родной матушки. Священник еще как посмел, и через час все обеты были произнесены, а союз освящен. В этот момент в храм ворвалась растрепанная Беата и закричала, что обряд не имеет никакой силы. Воспользовавшись суматохой, женщины унесли ноги. Дальше было множество приключений. Пока жених и король заседали в Петрикове и занимались военными делами, Беата с дочерью отправились во Львов и попросили убежища в костеле Божьего тела, Доминиканском соборе, в котором коротали век псы Господни. Монахи приняли состоятельных беглянок и спустя несколько лет обвенчали красавицу с Симеоном Слуцким, к которому Гальшка питала по-настоящему нежные чувства. Жениха провели в собор в нищенской одежде. Вот только счастье длилось всего несколько недель, потому что Гурка опомнился и прибыл к церкви с отрядом бойцов и пушками, чтобы осадить непокорных. Для вида выстрелил в воздух и перекрыл монахам воду. Конечно, монахи испугались и беглянку поспешно выдали. Лукаш попытался подъехать к молодой жене на кривой козе, задобрить сокровищами и бархатом, но потерпел неудачу. Поэтому, недолго думая, отвез бунтарку в свой замок в Шаматулах, но поселил не в палатах, а в Черной башне. Мать в знак мести завещала имущество дочери Слуцкому, но за урядником не заржавела. Вскоре шляхтич принес жене руку бывшего с узнаваемым обручальным кольцом, надел на ее лицо маску и разрешил единственное утешение — прогулку по подземному коридору, чтобы послушать мессу, а еще позволил в волю читать книги, чем она и занималась целыми днями. Четырехугольная башня, словно поклеванная громадным дятлом, упиралась в облака. Окна сгрудились под самым потолком. Не спрыгнешь. Вокруг раскидистые деревья, равнодушные ко всему небесные светила, молчаливая челядь. Публика окрестила заключенную черной княгиней, поскольку женщина годами не снимала траурное одеяние. Беата неоднократно пыталась выкупить дочь, предлагала Лукашу золото и серебро, но тот уперся, хоть ты умри. Так прошло более 10 лет. Гальшка так и не признала Гурку своим мужем, а тот уже и не настаивал, поскольку из-за подагры и артритов было не до постельных утех. Наконец тиран умер, а 33-летняя невольница обрела утраченную свободу. Вернулась к дяде во Строг и переписала на него часть имущества. Отныне могла свободно прогуливаться по лесам и полям, а не созерцать белый свет из мутного окна Черной башни. В то время Василий Константин жил и здравствовал. В его замке играл оркестр, состоявший из 22 скрипачей, и махали кистями 6 художников. Они писали улыбающиеся иконы и портреты хозяев. Воспитывал 5 детей и всерьез задумывался об их университетах. Отпускать в далекую Европу не хотелось, поэтому решил организовать обучение дома, в славном городе Остроге. Оригинальной идеей он поделился с племянницей, а она внимательно выслушала и выделила 6 тысяч кип литовских денег на его строительство. Здание возводилось неподалеку от замка, с королевским размахом. Это было 3-е учебное заведение после Краковского и Пражского университетов. Рядом он устроил библиотеку и читальный зал. Преподавателей пригласил из разных стран Европы, и ученые-мужи принялись преподавать 7 свободных наук — грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, музыку и астрономию. Для особо одаренных — философию, богословие и медицину. Учеников мгновенно разделили на классы и поощрили каникулами. Конечно, обучение было платным, получали его только мальчики,
Поэтому и наставляли студентов на путь истинный исключительно представители мужского пола. Почти одновременно князь Острожский построил типографию, пригласил из Львова Ивана Федорова, и тот напечатал первую Библию. Книга насчитывала более 3 миллионов знаков, 1200 страниц, и поражала тиражом в 1500 экземпляров и отсутствием опечаток. К сожалению, Академия просуществовала всего 60 лет и пришла в упадок. Она возродилась в независимой Украине и уверенно заняла 3-е место среди украинских вузов. В ней вместо звонков классическая музыка, вместо белых стен современная живопись. Во дворе теннисные корты. Отличники в постоянное пользование получают ноутбуки, а выпускники, достигшие значительных высот, серебряные кольца. Ежегодно красавицы соревнуются за звание «Гальшка года», фантазируя о распорядке дня черной княгини и новых подробностях ее завещания. Сама виновница в неизменном вдовьем наряде наблюдает за происходящим издалека. Любуется собственным детищем и острогом, старейшим городом магнатов. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.